Зеленский отреагировал на заявление Кремля, как Киев собирается возвращать территории и что думают украинцы о потере земель и признании их российскими. Обсудим данные последнего опроса. Зеленые человечки в Эстонии и сплоченность народа вокруг Путина. Немецкая разведка удивляет отчетом и раскрывает планы Кремля по проверке НАТО на прочность. Отправит ли при этом Трамп своих солдат умирать за Ригу, Таллин и Вильнюс? Заявление из Берлина. Россияне массово получают немецкие паспорта. Скольким Германия открыла двери? Два международных скандала. Азербайджан резко отвечает помощнику Путина Мединскому, а Узбекистан требует от Москвы ответа за избиение силовиками мигрантов в российской столице. Что происходит? США сокращают военную помощь для Украины. Вашингтон урезает оборонный бюджет. Предупреждение для Киева из Вашингтона. Трамп готов потратить миллионы долларов на подавление протестов, которые уже вышли за пределы Лос-Анджелеса. Что известно о бунте в США? Чудо в деталях. Западные ученые дают ответ на вопрос, как Моисей разделил Красное море и провел еврейский народ по его дну. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядкул», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Литва идет в жесткую оборону. Антидроновые системы накроют ключевые объекты страны. Вильнюс готовится к охоте за БПЛА. Министерство обороны завершает закупку мощных стационарных систем для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Цель – защитить стратегические энергетические объекты от возможных атак. Платят за это не только Минэнерго, но и сами энергокомпании. Подписание контракта со дня на день. Новое оборудование должно работать круглосуточно. Противодронные системы будут использовать передовые технологии обнаружения, включая радары, детекторы радиочастот, а также оптические и инфракрасные датчики. Для нейтрализации будут применяться средства радиоэлектронной борьбы, кинетические решения, а также методы блокировки или искажения GPS-сигналов. Системы будут интегрированы в другие оборонные системы, сети противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной разведки. Технику закупили у польской компании, которая победила в конкурсе, обойдя еще двух участников. В случае агрессии против Литвы литовская армия возьмет на себя управление противодронными системами энергетических объектов, интегрируя их в общую систему противовоздушной обороны. Это решение укрепляет общий оборонный потенциал страны, особенно с учетом стремительного развития технологий беспилотных аппаратов и вызовов, которые они создают для безопасности критической инфраструктуры. Помощник Путина и глава переговорной группы от России Мединский устроил международный скандал. Рассказывая о том, как должна завершиться война с Украиной, на какие условия должен пойти Зеленский, Мединский вспомнил Карабах, и это очень не понравилось Азербайджану. Вот что произнес представитель Кремля. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты. Это будет ядерная война. Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод, гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Мы этого не хотим. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории. Все. В Баку заявили, что Карабах – это азербайджанская земля, и это признавала и признает Россия. А Мединский либо не осознает, либо не хочет осознавать позицию своего государства. По этому вопросу заявили в МИД Азербайджана и рекомендовали помощнику Путина не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции. Это также была цитата. К сожалению, помощник президента России сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией, имевший место в Карабахе. Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какого-либо государства и не вел агрессивных войн против какой-либо страны. Зеленский тем временем также направил сигнал Мединскому и назвал его манипулятором и чемпионом по лжи. Ранее Зеленский, как вы помните, называл уровень российской делегации бутафорской. Сейчас же в интервью венгерскому изданию «Валас Онлайн» он заявил, что россияне на переговорах по войне с Украиной стремятся ослабить позиции западных партнеров в отношении России. Зеленский заявил, цитирую, «Перемирие возможно раньше, и это важно, но мир наступит только когда мир осознает, чего хочет российский президент». Конец
Конец цитаты. Кроме того, Киев по сути отреагировал на вчерашнее заявление Мединского, которое касается территорий. Зеленский говорит, что де-юре признавать их российскими никто не будет. Возвращать Украине свои земли в будущем готова дипломатическим, а не военным путем. Кроме того, Зеленский передал сигнал Путину, заявив, что о территориях он будет говорить исключительно с ним. Наш меморандум – это основа для переговоров. У нашей делегации есть мандат обсуждать гуманитарные вопросы, военнопленных и похищенных детей или перемирие. Но у них нет мандата обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наше конституционное дело. Диалог о территориях – это моя задача и Путина, который их захватил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу с кем-либо еще. Тем временем сами украинцы высказали свое отношение по поводу территорий и отказа от них. Киевский международный институт социологии вновь опубликовал опрос, проведенный среди граждан страны. Вы можете верить или не верить этим данным, ваше право, я лишь озвучу статистику. Итак, КМИС на своем сайте пишет следующее. Почти 70% украинцев категорически против официального признания отдельных украинских территорий частью России, а около 80% против передачи неоккупированных территорий под контроль России. В то же время 43% готовы к обсуждению варианта де-факто признания оккупации без де-юре ради скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины, уточняют социологи. Если же речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство, 68%, будут против. Готовы принять 24%, если говорить исключительно об отдельных территориях, а не всех территориях, которые подконтрольны сейчас России. Такие вот данные. Итак, каковы ваши мысли по поводу опубликованного опроса, который провел Киевский международный институт социологии? Пишите свои ответы в комментариях, а я пока продолжу. Глава немецкой разведки накануне также говорил об украинских территориях. Бруно Каль заявил, что сейчас инициатива на стороне россиян. Фиксируется продвижение россиян на запад Украины. В Берлине также заявили, что удивлены отсутствием какой-либо российской оппозиции, которая могла бы противостоять Путину. У нас складывается впечатление, что весь русский народ готов следовать за Путиным, что эта война необходима, что НАТО – агрессор, и что это достойно чести и славы России вступать в эту войну и устранять, в кавычках, этот несправедливый режим в Украине. Поддержка Путина остается неизменной. Он полностью контролирует пропагандистский аппарат, и ему удается манипулировать всей страной в этом направлении от запада до востока. Каль также считает, что в Москве есть люди, которые больше не верят, что 5-я статья НАТО о коллективной обороне работает, а поэтому рано или поздно Россия устроит проверку альянса на прочность. Каль считает, что Россия вряд ли направит танковые колонны на страны Балтии, но при этом может отправить, далее цитата, «зеленых человечков в Эстонию под предлогом защиты якобы угнетаемого русскоязычного населения». Конец цитаты. И такая отправка будет необходима для того, чтобы посмотреть, отправит ли американский президент американских военных, своих солдат, умирать за Таллин, Ригу или Вильнюс. Кстати, каковы ваши мысли по этому поводу? Оставьте также свой комментарий под видео. В то же время Путин накануне провел заседание Совбеза РФ, где поднимался вопрос сплоченности народа. И тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом. Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества, поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтерских объединений. Напомню, что наши базовые ценностные принципы закреплены в Конституции и документах стратегического планирования, в том числе в основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Немецкий канцлер Мерц дает понять, что у России нет духовно-нравственных ценностей, ведь последние удары по Украине – это, далее цитата, непропорциональный ответ на точные украинские удары по военным аэродромам и инфраструктуре на прошлой неделе. Конец цитаты. Мерц призвал к давлению на Москву. Россия снова эскалирует конфликт вместо переговоров. Поэтому правительство Германии продолжит работать с партнерами над усилением санкционного давления на Россию. Помощь Киеву, давление на Москву. Сейчас нужны оба этих подхода, чтобы создать необходимое давление для начала реальных переговоров о прекращении огня. Американский министр обороны тем временем нанес свой удар. В Пентагоне заявили, что США сокращают финансирование военной помощи Украине. Предстоящий оборонный бюджет Америки будет урезан. Это сокращение в данном бюджете. Эта администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем,
что переговорное мирное урегулирование отвечает интересам обеих сторон и нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру. В то же время США найдут миллионы долларов на развертывание Нацгвардии в Лос-Анджелесе, где вспыхнули масштабные протесты из-за миграционных рейдов. Хексет отказался называть точную сумму спецоперации Трампа. В то же время высокопоставленный чиновник Пентагона Брин Волакот Макдоналл, который также участвовал в слушаниях подкомитета, заявил, что на подавление протестов уйдет 134 миллиона долларов. Такая сумма будет потрачена на 60-дневную операцию в Калифорнии. Но расходы могут увеличиться, ведь, как пишет CNN, протесты уже выходят за пределы Лос-Анджелеса. Они зафиксированы не только в других городах штата Калифорния, но прошли уже и в Техасе, а также в Кентукки. Протестующие требуют немедленного прекращения жестких иммиграционных практик и прекращения массовых задержаний. В то же время россияне массово получают гражданство Германии. Количество людей, получивших немецкое гражданство в прошлом году, резко выросло почти на 50%, достигнув нового исторического максимума, пишет Bloomberg. Основной прирост обеспечили граждане Сирии, и при этом зафиксировано значительное увеличение натурализации россиян. Речь идет о 13 тысячах граждан РФ, которые теперь могут похвалиться немецким паспортом. В то же время в самой России скандал из-за мигрантов. Агентство миграции Узбекистана выразило обеспокоенность рейдом против мигрантов в Москве. Приезжих били и оскорбляли. Об этом пишет пресса стран Центральной Азии. Ташкент требует ответа и реакции. На фоне растущего с каждым годом интереса со стороны правительства Российской Федерации и крупных работодателей к организованному привлечению граждан Узбекистана на работу в Россию, факты грубого обращения с иностранцами со стороны отдельных представителей правоохранительных органов вызывают сожаление и обеспокоенность. Друзья, что вы думаете о действиях силовиков России по отношению к мигрантам? Поделитесь своей точкой зрения также в комментариях. И напоследок интересная новость. На Западе ученые решили с научной точки зрения разобрать события, описанные в Ветхом Завете. В частности, речь о том, как Моисею удалось разделить Красное море и провести еврейский народ по его дну. Издание Mirror со ссылкой на анализ ученых пишет, что это сверхъестественное явление, которое включает природный компонент. Чудо заключается в идеальном времени. Специалисты предполагают, что помочь Моисею мог ветровой нагонный отлив. Согласно Daily Mail, теория подкреплена компьютерным моделированием, которое показывает, что сильный ветер скоростью 100 км в час, дующий в правильном направлении, мог открыть канал шириной 5 км через воду. Когда ветер стих, вода вернулась с силой цунами, потопив египетскую армию, отягощенную колесницами и другим снаряжением. Кроме того, по мнению экспертов, Моисей мог знать циклы приливов и использовать их. Он жил в этих краях, знал астрономию и поведение воды, в отличие от египтян, привыкших к спокойному Нилу. Друзья, хорошего вам дня и настроения, пусть и вам все удается. Спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.